裂空蛇灵舞。Какого уровня достигла королева Медуза после выхода из уединения, тренировки в безмятежном источнике? Стала ли она сильнее Сяояня? Ведь она своей могучей силой легко победила Хуантяня, главу Небесных Фениксов. Цайлинь издавна была сильнее Сяояня. Потом он обогнал ее, и теперь неужели королева Медуза снова сильнейшая? Это очень любопытный вопрос. Давайте рассмотрим его. И большое спасибо, вы набрали более 2000 лайков под прошлым видео, поэтому вышло продолжение. Итак, напомню, что королева Медуза находилась на пике 9-й звезды Почтенного Воина на момент погружения в безмятежный источник. Ранее Сяоянь не только передал ей пилюлю 9-го ранга и сущность крови святого, но она также получила наследие целого племени семицветных питонов. Учитывая все это, столько сокровищ, ее прогресс будет неимоверен. Не будем также забывать и о семицветном камне истока, который был мутировавшим духовным камнем. Сяоянь обменял его на крайне ценные пилюли, он обладал уникальной связью с семицветным пожирающим небеса питоном. Ходили слухи, что семицветный камень истока впитал кровь питона, создав уникальную энергию, и эта энергия служила питанием. Как позже выяснила Цайлинь, используя свою кровь, камень приобретал 8 цветов, что говорило о еще большей ценности. Так что, когда королева Медуза появилась, спасла Сяояня, тот был крайне удивлен ее новой силой. Но прямо сейчас я предлагаю вам спуститься в комментарии и написать, каковы ставки насчет звезды Святой Цайлинь. Потом, узнав, возможно, вы будете удивлены. Напомню, что сам Сяоянь был на 5-й звезде Святого. Сяоянь в легком замешательстве смотрел на ослепительную Цайлинь. Он тихо усмехнулся. «Ты закончила уединение?» «Да». Цайлинь улыбнулась и внимательно прошлась взглядом по Сяояню. Она слегка удивленно спросила в ответ: «Твоя сила вновь значительно выросла? Я не могу сравниться с тобой». Сяоянь развел руки в стороны, смотря на королеву Медузу несколько сложным взглядом. Судя по манере появления Цайлинь, ее сила претерпела поразительные перемены за время уединения. Он просто не знал, что и сказать. Он тоже погружался на дно источника, но ничего необычного не обнаружил. Подобное благословление вызвало у него легкую зависть. Точно ли сильнее? Цайлинь медленной походкой направилась к нему. Ее глаза вспыхнули. Она подняла свой палец и надавила Сяояню на грудь. На ее пальце проглядывалось 9-цветное свечение, сопровождаясь излучением таинственной энергии. Сяоянь невольно вздрогнул, недавно увидев демонстрацию ее силы. Розовое пламя вспыхнуло перед ним, а палец Цайлинь с опаской остановился снаружи пламени. Она посмотрела на Сяояня и грустно ответила: «Я полагала, что смогу превзойти тебя после завершения своего уединения. Эх, немного не хватило». Даже сейчас она все еще помнила то чувство, когда была сильнее Сяояня. Однако ее сильная натура испытывала легкое разочарование по поводу того, что больше она не сможет им наслаждаться перед Сяоянем. Что ж, Сяоянь тоже беспомощно вздохнул. Цайлинь, кажется, снова стала похожа на королеву Медузу, которую довольно-таки трудно приручить. Она выглядела холодной и чарующей. «Ладно, хватит ходить вокруг да около. Какой у тебя теперь уровень силы?» Сяоянь вскоре стал серьезным и задал важный вопрос, поняв, что при помощи своего духовного восприятия не способен определить текущий уровень развития Цайлинь. Не по причине того, что она превосходила его, а больше по той причине, что ее аура стала таинственной, а он действительно не мог прочувствовать ее, несмотря на свое мощное духовное видение. «Что же?» — ответила Цайлинь. «Полагаю, уровень святого 4 звезд». Честно ответила Цайлинь, услышав серьезность в тоне парня. Независимо от своего могущества или как бы властно она не вела себя на публике, она показывала теплоту и послушание перед своим мужчиной. Так вот, королева Медуза святая 4 звезд. А? Неплохо. Она не просто перепрыгнула ранг мнимого святого, но и достигла 4-й звезды. Как по мне, так это отличный прогресс. Кажется, ту атаку не мог совершить святой 4 звезд. Сяоянь слегка удивился. Та сеть змей и множество семицветных питонов Цайлинь вынудили даже такого могучего эксперта, как Хуантянь, сбежать. Простой святой 4 звезд не способен на подобное. И это было действительно так. Я заимствовала внешнюю силу.
Цайлинь, само собой, не стала ничего скрывать от Сяояня, и она все рассказала, что с ней произошло на дне безмятежного источника. Она просто приблизилась еще ближе, встав прямо напротив него. Она подняла руку, а ее рукав упал, раскрывая запястье. Вокруг запястья наблюдалось множество символов, напоминающих по форме семицветных змей. От них исходила особая сила, которая мешала провести более детальную проверку. Странное выражение вспыхнуло в глазах Сяояня. Он просто взял и схватил ладонью ее запястье. Он провел пальцем по нескольким символам змей. Его выражение стало серьезнее, так как он обнаружил, что в каждом символе сверкала собственная жизненная сила. Другими словами, данные символы не являлись энергетическими телами, а самыми что ни на есть натуральными, семицветными питонами, поглощающими небеса. Вот что произошло. На дне безмятежного источника сокрыт алтарь племени семицветных питонов, поглощающих небеса. Найдя это место, Цайлинь обнаружила тайные символы и унаследовала их наследие. К сожалению, племя давно вымерло, однако несколько основателей древнего племени все еще присутствовали там в состоянии душ, несмотря на уничтоженные тела. Королева Медуза своей родословной и связью семицветных питонов пробудила их, а они вошли в ее тело. Она смогла заимствовать силу десятков семицветных питонов. Все это рассказала Цайлинь. Кто бы мог представить, что на дне безмятежного источника скрываются остатки алтаря племени семицветных питонов, поглощающих небеса. Она больше не была просто королевой Медузой. Теперь за ее спиной стояла тень целого племени. В любой момент она могла призвать их силу. Словно десятки древних зверей откликались на ее зов, готовые усилить ее тело, ее ауру и ее духовное давление. Цайлинь уже не была прежней. Она эволюционировала в легендарного девятицветного питона. Ее аура стала плотной и величественной, будто сама древность смотрела на мир через ее глаза. Так вот в чем причина. Сяоянь пришел к внезапному осознанию после краткого объяснения. «Проблемы будут?» — задал вопрос Сяоянь, коснувшись одного из змеиных символов. «Хотя предки существуют в форме фрагментов душ, но душ неполных. С определенной точки зрения я могу их контролировать». Немного подумав, ответила Цайлинь. Сяоянь расслабился и успокоил ее. «Все в порядке. Если у нас появится в будущем возможность, мы посмотрим, удастся ли нам их восстановить. Но самое важное сейчас разобраться с возникшей проблемой», произнес Сяоянь и повернулся в сторону руин. В том месте на земле находился печально выглядящий человек. Цайлинь слегка кивнула и тоже повернулась к противнику. Теплая улыбка исчезла с ее лица. Осталось только ледяное выражение и жажда убийства. Хуантянь сильно кашлял и вытирал следы крови со своих губ. Он злобно смотрел на Сяояня и Цайлинь, а в его сердце горела паника. Он не боялся одного Сяояня, но на его стороне появился помощник, который серьезно ранил его. Даже он ощутил сильное давление от их пары. «Если бы я знал, что его женщина — девятицветный питон, поглотивший небеса, я бы не вмешивался, беда!» Размышлял про себя Хуантянь. Он испытывал сожаление. Первоначально он не думал, что возникнет столько проблем. Эксперты пламени небесных фениксов переглядывались друг с другом, но никто не смел и рта раскрыть. Даже могучий Хуантянь оказался избит. Их недавняя гордость оказалась сокрушена усилиями Сяояня и Цайлинь. Наконец Сяоянь усмехнулся и нарушил тишину. «Глава Хуантянь, вы планируете попытаться захватить свою цель?» Выражение лица Хуантяня передернулось. Ответил он хриплым голосом. «Сяоянь, в этот раз я проиграл». После признания поражения Хуантянем в окружении возник переполох. Никто не ожидал, что глава племени небесных фениксов лично его признает. «Вы же не думаете, что все вот так и закончится, если вы признаете поражение, не так ли?» Немного презрительно высказался Сяоянь. Если бы он чуточку опоздал, то Цайлинь не сумела бы завершить свою тренировку. Мог ли он простить ему такое? «Может, нам убить его?» — тихо спросила Цайлинь. Ее тон просто излучал жажду убийства. Сяоянь посмотрел на нее. На поверхности тела Цайлинь тускло засверкало девятицветное свечение. Яо Мин открыл было рот, увидев их готовность. Однако он остановил себя и не стал ничего говорить.
С определенной точки зрения Сяо Янь не принесет себе ничего хорошего, если убьет Хуан Тяня. В то же время племя Небесных Фениксов без сомнения начнут яростно мстить, столкнувшись с одним из 3 великих племен волшебных зверей. Даже Альянс Небесного Дворца столкнется с головной болью. Если же еще и Залдуж вмешается, то сможет создать катастрофу для всего их Альянса. Хуан Тянь был серьезно ранен, а с появлением Цай Линь, учитывая его нынешнее состояние, он точно погибнет, если начнет сражение с ними двумя. У него был лишь один козырь. Он передал Сяо Яню важную информацию, зачем он вообще напал на пламя 9 глубинных питонов и пытался схватить королеву Медузу. На самом деле цель была иной и заключалась в договоре с драконами. И если вам интересно продолжение, давайте также наберем 2000 лайков, и мы это рассмотрим. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и всем пока.